Счастье. Где же счастье? Многие говорят: о, если у меня были деньги, я был бы счастлив. Если бы у меня были деньги, у меня были бы возможности. Или если бы не деньги, любимый партнер, свобода, все что угодно. И тогда было бы то. Но если я вам скажу, что даже если бы появились эти волшебные обстоятельства, в эти волшебные обстоятельства пойдет кто? Пойдете вы. Пойдете вы такие, какие вы есть сегодня. А какие вы есть сегодня? Я бы хотела вот зайти в этот вопрос немного, наверное, как бы нестандартно, потому что мы все вот в каких-то абстракциях, счастье, наполненность, осознанность. А вот давайте сделаем это очень просто, четко, математически, прозрачно. Допустим, возьмем такую шкалу. Минус 10, плюс 10. То есть и задайте себе один очень простой вопрос. Когда вы просыпаетесь, то есть какие ощущения вы чувствуете? И опять-таки, возвращаясь к этой шкале, если мы возьмем плюс 10, это ощущение воодушевления, вдохновения, наполненности, радости, когда вот вы прям не можете вот прям дождаться, чтобы влететь в этот мир, в эти возможности. Это тогда будет плюс 10. Или когда у вас минус 10, когда у вас наоборот злость, раздражение, апатия, когда вот вы чувствуете действительно мощный негативный потенциал, когда вам не хочется, не нравится, и это провоцирует реально серьезные негативные эмоции. Ну и если ноль, соответственно, это где-то посерединке, когда у вас вообще нету никаких эмоций. Вы просто вот идете на автопилот, вот и все, привыкли. И вот ответьте себе, пожалуйста, на вопрос, вот в каком состоянии вы проснулись. Вот поставьте себе буквально балл, там, какую-то оценку. Теперь возьмите, сделайте то же самое, например, на примере прошлого месяца. В каком эмоциональном фоне вы прожили весь прошлый месяц? То есть были наверняка какие-то вспышки, какие-то хорошие события, классные выходные, там, не знаю, какие-то там сюрпризы, подарки, что-то приятное. Или, может быть, это было просто вот супер рутина. Неважно. Опять-таки, поставьте определенную оценку с плюсом или минусом вашему месяцу. И сделайте то же самое вашему прошлому году. То есть в каком эмоциональном фоне прошел ваш год. То есть вы больше были радостно наполнены или, может быть, опустошены и в недостатке ресурсов. Это очень такая вот простая техника, которая делает вот абсолютно очевидным, где мы сейчас, вот этот вот статус-кво. И, собственно, это дает нам, опять-таки, возможности и потенциал увидеть, куда нам идти дальше и что нам нужно менять. И все это в наших силах, уже в наших силах сегодня. Нам не нужно ждать обстоятельств, которые придут и изменят, потому что в эти обстоятельства, опять-таки, мы пойдем с нашим эмоциональным фоном. Мы можем это представить, как будто бы мы являемся определенным источником света или источником тьмы, как хотите. И, соответственно, придя в эти обстоятельства, мы или осветлим эти обстоятельства, или затемним. Поэтому все в наших руках. И в этом контексте я бы хотела вспомнить фразу, которую сказал когда-то Джим Керри. И он сказал следующее, что он желает, чтобы все мечты исполнились, чтобы мы стали богатыми, чтобы мы действительно реализовали все наши мечты и осознали, что это не то, что делает нас счастливыми. И мне кажется, что вот в этом моменте осознание, что не нужно связывать обстоятельства. Весь ресурс и весь потенциал, он есть в нас самих уже сегодня. Жизнь у нас одна, и день у нас один. И мы не знаем, сколько дней у нас еще будет. Как сказал Конфуций, мы живем так, как будто бы никогда не умрем, а умираем, как будто бы и не жили. Поэтому у нас есть потенциал работать над нашим сегодняшним состоянием, смотреть и обеспечивать свое состояние счастья сегодня. И хорошие новости в том, что ученые установили, что действительно вот это ощущение счастья, за него отвечают определенные части в головном мозге. И в частности, это префронтальная и лимбическая часть. И хорошая новость, что это ощущение счастья, его можно развивать и тренировать. И сегодня я вам дам 3 шага, как начать тренировать, ну, условно говоря, эту мышцу счастья в нашем организме.
в каких бы обстоятельствах вы ни оказались, вы привнесете туда вас, вы привнесете туда ваш эмоциональный фон. Поэтому, если вы хотите других обстоятельств, если вы хотите более яркую, насыщенную, полноценную, счастливую жизнь, нужно начинать работать над вот этим моментом прямо сейчас. Никакой партнер, никакие деньги, никакие обстоятельства не сделают вас счастливыми. Или вы сделаете это сами, или никогда не поздно учиться. И в подтверждение моим словам есть такой феномен, называется гедонистическая адаптация. Проводились исследования людей, которые внезапно коренным образом изменили свои обстоятельства. Ну, например, выиграли в лотерею. То есть, когда вот все можно, свобода, счастье, деньги и так далее. И происходило следующее, что через 3-6 месяцев люди возвращали свое нормальное изначальное состояние. И опять-таки, фоновый рисунок, он определяет все. Фоновый рисунок нашего внутреннего состояния. Возвращаясь к нашему мозгу и возвращаясь к этой системе тренировок для того, чтобы вот это вот ощущение счастья росло, процветало, наполняло нас, нужно делать всего лишь 3 вещи. И все вы о них очень хорошо осведомлены. И первая из этих вещей — это благодарности. Просто нужно уделять какое-то количество времени и осознавать, что на самом деле у вас уже сегодня есть такое количество ресурсов, которых у многих нет. У вас есть здоровье, у вас есть глаза, которые вы можете видеть. У вас есть вот этот вот ресурс. Самое ценное, что у нас есть, это кислород. Мы не задумываемся, его просто хватает. Мы вдыхаем и выдыхаем. Это же самый ценный ресурс в нашей жизни. Всегда есть большое количество вещей, за которые мы можем быть благодарными. И второй момент, опять-таки, в тренировке нашего ощущения счастья, это движение. Максимально просто. Я здесь тоже не буду углубляться в эту тему, но вы знаете, что через движение, через спорт, через физическую активность у вас начинает запускаться целый каскад гормональных реакций, которые ведут к повышению тонуса, к улучшению настроения, улучшает наши когнитивные функции. Мы видим все с позиции возможностей, с позиции перспектив. То есть буквально мы вот через физическую активность погружаем себя в реальность возможностей и потенциала. И третье, то, что можем тренировать, это благотворительность, то есть социальную активность. И, соответственно, вот этих вот 3 момента, которые в комплексе начинают тренировать нашу мышцу счастья. За наше счастье ответственны только мы. Как сказал Эпиктет, мы не можем контролировать направление ветра, но мы можем правильно настраивать свои паруса. То есть через вот эти очень простые практики мы переворачиваем нашу перспективу. Через осознание того, что мы не являемся продуктом обстоятельств, мы являемся продуктом нашего внутреннего состояния. Поэтому только мы можем нести ответственность за действительно наше внутреннее состояние, как мы ощущаем себя, какой фоновый рисунок у нас внутри, на фоне которого развиваются все события нашего дня. И только мы за это ответственны. Никто другой этого изменить не сможет. Поэтому, дорогие друзья, хочу еще раз вернуться к технике, которую я вам дала именно через вот эту вот оценку вашего дня. Я вам рекомендую сделать следующее. Начните на каждодневной основе просто анализировать свой день с позиции вот этой вот оценки. То есть, например, вечером, когда вы готовитесь ко сну, поставьте себе оценку, именно оценку вашего эмоционального состояния за этот день, как вы его прожили. И, скажем, вот вы ставите себе определенную оценку, там, и это было, -3, а может быть, +5, неважно. А потом дайте же самому себе рекомендации. Если бы вы этот день прожили заново, каким бы образом, что бы вы могли изменить, чтобы эта оценка стала, например, +10? То есть какие-то маленькие шажочки, каким образом, что бы вы могли сделать, чтобы двинуться выше, в сторону более счастливой, более осознанной, более воодушевленной.
счастливой, яркой жизни. Внедряйте, это реально очень мощная техника. Начните думать с позиции вашего внутреннего состояния. И если вы сможете внедрить это в каждый свой день, буквально уже через неделю вы увидите просто грандиозные результаты. Вы будете летать, порхать, всех очаровывать своим сиянием, и для этого вам не нужна будет никакая причина. Просто потому, что у вас такой внутренний фон. Потому что светит ваше внутреннее солнышко, и вы видите очень много причин для того, чтобы радоваться. Любите себя, цените каждый день и делайте ваш день счастливым, радостным и незабываемым. Ребят, я буду очень рада вашим комментариям. Пишите ваши отклики, пишите то, что вы пробуете, то, что вы делаете. Пишите, если вам это каким-то образом помогает. Я читаю все ваши комментарии, они для меня очень важны. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, здесь будет очень много всего интересного. Ну а если вы в вашей жизни переживаете какой-то этап, когда вы готовы к изменениям, когда вы готовы идти, двигаться, но почему-то движение не происходит, то записывайтесь в индивидуальную работу, буду рада вам подсветить ваш путь. Желаю вам всего самого-самого доброго, берегите себя, пока!